Носовые вместе с кормовыми. Она словно летит по волнам. Легкая, быстроходная, податливая. Благодаря ей можно проявить свои лучшие качества. Почувствовать себя частью команды, в которой каждый незаменим. И неважно, в какой части света ветер раздувает ее паруса и на каком языке говорят гребцы. Тех, кто хорошо чувствует ее, она понимает и слушается. Ведь это идеальная лодка. Что отличает идеальный экипаж? В такой парусно-гребной шлюпке, как «Гичка», он должен действовать как одно целое, ведь эта лодка требует первоклассной командной работы. Именно на «Гичках» один раз в 2 года проходят международные соревнования Atlantic Challenge International. Это уникальный международный проект, в рамках которого молодежь по всему миру самостоятельно строит деревянные 12-метровые капитанские гички «Бантри-Бэй», копии старинной французской лодки XVIII века, которая находится в Национальном морском музее в Дублине. В мире уже порядка 80 таких лодок. Команды ходят на них в море, участвуют в фестивалях и гонках. На этот раз соревнования проводятся в старинном городе Роскиле в Дании. Впервые в истории Atlantic Challenge Россию представляют сразу 2 национальные команды – Atlantic Challenge Россия на гичке «Дините» и команда «Штандарт» на гичке «Нати». Им предстоит сразиться как между собой, так и с 12 командами из разных стран мира. В предыдущей серии в перерывах между соревнованиями участники команд находят время побывать в музее кораблей викингов. Увидеть как старинные суда, так и современные корабли, которые строят точь-в-точь, как это делалось раньше. Сейчас я занимаюсь подготовкой досок. У меня здесь овечья шерсть, очень толстая нить, которую я прокладываю между досок, а потом я наношу смолу. Первая парусная гонка принесла победу русской команде «Штандарт» на гичке «Нати». Экипаж Atlantic Challenge Россия на «Дините» 4-й. Гонка вообще прошла отлично, все здорово. Очень интересный рельеф, и ветер часто меняет свое направление немножко. Из-за этого курс лодки, он вынужден его менять. Вот. Но в целом очень интересно. Раннее утро. Впереди очередной день соревнований. В этот час в гавани на территории музея викингов тишина. В зеркальной глади отражаются капитанские гички. Их экипажи пока еще спят, а на воде хозяйничают пернатые. Особенно много в Роскиле лебедей. Их можно встретить в городских парках, на прудах и заливах не только в этом городке, но и по всей Северной Европе. Эта птица – символ Дании. После завтрака и традиционного собрания рулевых экипажи выходят на своих лодках в акваторию фьорда. Скоро начнутся парусно-гребные гонки. Если соревнования проходят вдали от берега, самое удобное – следить за ними с борта корабля. Капитан Яспер Фаусбург как раз готовится к рейсу. А насколько близко мы можем подходить к лодкам, участвующим в соревновании? Достаточно близко. Здесь много воды, а там есть участок фьорда, где очень мелко. И там наша лодка не пройдет. Ей нужна глубина не меньше 2 метров. Болельщики и члены экипажей, не участвующие в состязаниях, заняв места на пароходе, отчаливают от пристани. Путешествие на таком судне – особое удовольствие, ведь это своего рода плавучий музей.
Мы находимся на очень старом корабле. Ему около 100 лет. Он был построен в 1915 году. Он сохранился в первоначальном виде, вместе со своим паровым двигателем, работающим за счет угля. Когда-то пароход использовали как паром, который ходил до 2 островов, расположенных к югу от Роскеля. В начале 60-х годов судно отправили на свалку, а спустя год его нашли, выкупили и занялись восстановлением. Теперь это 100-летний туристический корабль. А машинный отсек можно посмотреть? Да. Здесь вход в отсек. Там, как вы слышите, работает двигатель. Давайте спустимся. Все хорошо? Вот мы и здесь. Справа вы видите механизм. И ему, как и самому кораблю, уже 100 лет. Также справа от вас паровой котел. Надо подкинуть угля. Тем временем капитанские гички добрались до стартовой линии. Важно пересечь ее сразу же после сигнала «Старт» с максимально возможной скоростью и, расправив паруса, вырваться вперед. Из-за скопления лодок сделать это непросто. Тем, кто останется позади, есть опасность получить, как говорят экипажи, отработанный ветер. Впрочем, на протяжении всей гонки отстающие имеют возможность наверстать потерянное время. За выступлениями команд с волнением следят болельщики на пароходе. Мы семья Кларков из Шотландии. Наши сыновья представляют Великобританию в Atlantic Challenge. Мы приехали поболеть за них. Сюда приезжают соревноваться люди из разных стран, и интересно наблюдать, как они между собой взаимодействуют. Любопытно и весело, тут царит дух соревнования. Мой старший сын уже участвовал 2 года назад. Ему пришлось выступать за датскую команду. Им не хватало члена экипажа, и ему очень понравилось. А мы приехали впервые и тоже очень довольны. Здорово, что все здесь отлично организовано и все ладят. Гонка проводится по треугольнику с использованием попеременно парусов и весел. Шлюпкам нужно обогнуть 3 больших буя и пройти дистанцию дважды. На первом колене экипажи используют весла, затем их нужно убрать и поставить мачты. И следующие 2 колена гички идут под парусом. После прохождения 3-го буя паруса убираются, и следующий участок дистанции команды вновь проходят на веслах. Экипаж из Великобритании на лодке «Интегрите» быстро выбился в лидеры. На корабле за них болеет Джейн Кёр, председатель британского Atlantic Challenge. Сегодня все чудесно. Это место просто идеально подходит для таких соревнований. Погода прекрасная. Радует, что мы можем выехать на лодке вместе со зрителями и так близко подойти к участникам гонки, чтобы подбодрить их. Очень здорово. Команда Великобритании пришла к финишу первой. За ней следом русская лодка «Нати». Экипажу «Динité», которому не хватило ветра в стартовых воротах, удалось обогнать многих своих соперников, и он идет 5-м. Интрига в том, кто станет 3-м – ирландцы или датчане. У самого финиша они почти сравнялись. В каждой команде свой счет на греблю. Чем он громче, тем больше шансов сбить с ритма соседнюю лодку. В итоге ирландская команда обогнала датчан. Правда, у Питера Кеттера из лодки «Юните» теперь нет голоса. Расскажите об этом моменте, когда ваша лодка и датская лодка, когда они вывернули на первый круг на веслах. Питер нами командовал, поэтому у него нет голоса, и он не может говорить, поэтому я говорю за него. Он целый день командовал, а на 2-м круге стал кричать громче, и в итоге он больше не может говорить. Вы заболели? Нет, я не заболел. Это не горло, просто голоса нет. Очередная гонка обещала быть зрелищной. Человек за бортом. Команды поделили жребием на 2 флота. В каждую лодку сел представитель другого экипажа.
В определенной зоне, обозначенной буйками, прямо во время движения гостю следовало выпасть за борт. Задача экипажа — как можно быстрее забрать его и финишировать. За действиями команд следят пассажиры старинного корабля. Сейчас я как зритель, произошла небольшая путаница перед гонкой, я должен был быть человеком за бортом, но почему-то так получилось, что меня не вызвали, поэтому я неожиданно оказался зрителем, готовился купаться. Елена Соловьева тоже не просто болельщик. Для нее, директора яхт-клуба, парусный спорт стал и работой, и жизнью. Вообще свой путь в парусном спорте, в парусной жизни я начала с Atlantic Challenge. И я участвовала первый раз, я пришла в 2003 году, у меня были первые соревнования в 2004. После этого 2006, 2008 я уже была капитаном. И, конечно, с одной стороны, это немножко зависть, если честно. Хочется, хочется в лодку, хочется помочь ребятам. Ну и, конечно, это переживание, потому что ребята действительно лидеры, и очень хочется, чтобы они в очередной раз завоевали чемпионство. Так что болеем двумя руками. Гонка оказалась технически сложной. Слабый ветер требовал аккуратной работы с парусами и креном. Не каждому экипажу это удавалось. Некоторые команды получили сразу несколько пенальти. В состязании «Человек за бортом» лучшими стали датчане. Второе место у Великобритании. Третье у экипажа Atlantic Challenge «Штандарт». Ближе к вечеру появилась возможность увидеть, насколько многогранны таланты участников Atlantic Challenge. Каждый экипаж приготовил свой номер с национальными музыкальными инструментами и танцами. У многонациональных команд была возможность познакомиться и со старинной русской игрой «Ручеек», в которой чем больше участников, тем веселее игра. Важный момент, когда не только показать свое, не только показать свои традиции какие-то. Это одно из условий этого мероприятия, что ли, на этих соревнованиях. Но при этом, когда ты вовлекаешь всех остальных, это показывает дух Atlantic Challenge. Смотрите в следующей серии. Время определить лучших в такелажном деле. Чьи узлы самые крепкие, а плетения правильные? Ваши бечевки не провощены, но у вас есть воск. Это не сладость. Не ешьте его, он невкусный. У команд появляется возможность проверить морские узлы на деле. Передача груза – одно из самых зрелищных состязаний Atlantic Challenge.